Посмотрите внимательно на эту конструкцию и давайте подумаем, что это и на что похоже. Догадались? А теперь попробуйте угадать, в каком веке она была создана. Наверняка большинство из моих подписчиков узнали явные черты одного из первых токарных станков, который был изобретен на рубеже 15 и 16 веков великим гением-изобретателем, пока нас интересует только это направление, Леонардо да Винчи. И как вы поняли, сегодня мы будем говорить о станках и инструментах, при помощи которых появлялись на свет уникальные конструкции и механизмы, невиданные до того времени и опередившие свое время на долгие десятилетия и столетия. Более подробно ознакомиться со всеми изобретениями да Винчи вы можете в сборнике всей деятельности гения под названием Codex Atlanticus, у которого есть даже официальный сайт, где в хронологическом и нумерологическом порядке выставлены все задокументированные изобретения. Вот, например, эскиз его токарного станка на странице 1059, датированный 1480 годом. Было логично предположить по хорошо обработанным деталям его конструкции, что у да Винчи было что-то наподобие станка, однако долгое время его не могли обнаружить, даже на эскизах. Но когда это произошло, все были удивлены, ведь несмотря на всю простоту и логичность конструкции, в нем обнаружены гениальные идеи, как, например, использование огромного маховика, который раскручивался педалью, и его центробежная энергия позволяла придать больший крутящий момент на заготовку. Даже присутствовало подобие задней бабки с ручкой для закрепления болванки. Конечно, как и почти все изобретения да Винчи, этот станок был сделан из дерева, но ведь для дерева и был предназначен. Еще больше удивляет этот станок, когда пытаешься сравнить его с теми подобиями станков, которые были на тот момент. Да даже сейчас модели токарного станка Леонардо работает и выполняет неплохо свою прямую задачу. Здесь же, в Атлантическом кодексе, на странице 1089, мы можем заметить еще одно уникальное изобретение да Винчи, датированное 1495 годом. И это внутренний расточной станок, предназначенный для сверления круглых заготовок. Таким образом создавались трубы для различных целей. Станок состоял в основном из дерева. Основную работу выполнял металлический бур, у которого была своя поддержка. На правом конце станка присутствовал шкив для раскручивания бура, а также ручка с деревянным винтом для продольной подачи. Самый интересный механизм находился в левой части станка. Здесь мы можем заметить непростой механизм, предназначенный для фиксации и центровки заготовок, размер которых ограничен лишь диаметром фиксирующих рамок. Между последних находилась так называемая бочка, представляющая собой полый цилиндр с тремя ручками. Вращение бочки приводило в движение механизм центровки болванки при помощи зубчатой передачи, а уже вращающиеся шестеренки закручивали винты в заготовку. А благодаря тому, что винты находились радиально на равных расстояниях друг от друга, заготовка фиксировалась максимально по центру. Собственно, можно сказать, что это был первый трехкулачковый патрон, знакомый нам не понаслышке. Конечно, были изготовлены позже и варианты с 4 фиксирующими винтами, о эффективности которых спорить нет смысла, однако это был уже не да Винчи. Возможно, у вас возникнет вопрос. Токарный был, мы видели, сверлильный, расточной. А как он делал эти винты? Не вручную же он их строгал? Ну, конечно же нет. Для этого у него был вот такой станочек с набором шестеренок разного диаметра и шага. Как вы поняли, это резьбонарезной станок, состоящий из станины, 2 винтовых вала и каретки с резцом. Движение каретки по 2 винтам дает возможность исключить крен каретки при работе. Тем самым получалась довольно неплохая резьба. Собственно, вот так гениально да Винчи, используя свои же изобретения, создавал все новые и новые. И мы понимаем, что наше развитие в станкостроении, да и не только,
обязана таким людям, как да Винчи, Леонардо ди Серпьеро да Винчи. Многие из вас наверняка не раз видели эту незамысловатую конструкцию, выполняющую роль механического молота. Благодаря своей простоте ее повторяют по всему миру до сих пор, заменив рукоятку на электрический привод, дабы автоматизировать процесс. Как говорится, просто и надежно. Однако многие не догадываются, что уже тогда, в конце 15 века, у да Винчи уже был автоматический молот, работающий на гидравлической тяге. Причем на одном крутящемся валу могли находиться несколько таких молотов. И такая конструкция была уже непростой для того времени и довольно продуманной. Включение и отключение молота осуществлялось путем отодвижения наковальни с молотком от постоянно вращающегося колеса, которую в свою очередь вращал вал. У приводного зубчатого колеса были специальные штифты, расположенные сбоку на равном расстоянии. Цепляясь при вращении колеса за изогнутый хвостовик молота, последний поднимался и одновременно создавал напряжение на пластину, выполняющее роль пружины. Затем штифты проскакивали, и молот опускался на наковальню, а благодаря пружине удар усиливался в несколько раз. Таким образом, один оборот колеса создавал количество ударов, соответствующее количеству штифтов. По-моему, это гениально. Гидравлическую движущую силу да Винчи часто использовал для автоматизации своих станков. Вот, например, распиловочный станок, работающий в абсолютно автоматическом режиме. Причем даже автоматическая подача есть. А теперь вспомните, как выглядит ваша циркулярная лобзиковая или ленточная пила и как выглядит стол. Не знаю, в целях безопасности или автоматизации, но подача бруска осуществлялась автоматически с постоянной скоростью, определяемой размерами кривошипа. Пила крепилась в специальную рамку, которая осуществляла возвратно-поступательные движения. Механизм подачи стола также довольно простой и состоит из вращающегося вала, на котором намотана веревка, концы которой прикреплены к каретке спереди и сзади. При вращении приводного колеса система рычагов приводит в движение рамку пилы, а также вращает вал привода каретки. Все просто. Как вы знаете, да Винчи, кроме всех своих увлечений, любил познавать и невидимую открытым глазом материю. Для исследования макро- и микромира, а также для опытов с оптикой, ему нужны были линзы. Для их изготовления, и в частности для изготовления вогнутых линз, он изобрел вот такой станок, работающий по принципу шлифовки толстого стекла огромным камнем в водной среде. Станок изначально был механическим и приводился в движение рукояткой. Одновременно с раскручиванием шлифовального круга путем системы штифтовых шестеренок, крутящий момент передавался на расположенный перпендикулярно каменного круга столу, на котором и располагалась линза. В зависимости от требуемой кривизны линзы круги менялись в соответствии с их диаметрами, однако скорость вращения круга и стола была постоянной. А вот этот механизм меня не слабо удивил и заставил задуматься. Вы знаете, что это? Нет? Вот я тоже не мог себе представить, а ведь это трансмиссия, причем не простая, а четырехскоростная. Это как так можно придумать то, что даже близко не мог видеть нигде? Тут я комментировать не буду, просто посмотрите внимательно и напишите, как вы думаете, где могла использоваться данная трансмиссия. Спасибо за внимание, ну и пока.